Здесь на нашей первой лекции лекция Михаила Муравский, доктор антропологии. Я думаю, он побольше расскажет о себе сам. Ну, давайте начинать, да? Переводить будет Дмитрий Бибиков, он тоже может рассказать о себе сам. Я буду переводить. После что? С микрофоном или без микрофона? Как будет перевод? Михаил говорит, спрашивает. Как я буду по-русски говорить, будешь переводить на английский. Чтобы все поняли. Я не знаю, если это слишком громко с микрофоном. Да, it's okay? Хорошо. Но я буду говорить по-английски, потому что я просто недостаточно говорю, чтобы сделать эту лекцию, и не написал ей по-русски. И спасибо, хотел сказать, конечно, спасибо большое, что вы меня здесь пригласили. Очень интересный фестиваль архитектуры или форум архитектуры, извините, в этом фантастическом месте. Для меня это хорошая occasion. Возможность. Что? Ну да, повод. Возможно, чтобы тоже познакомиться с Минском и так далее. Але, да, очень интересная вещь. Я, как сказала Стефания, антрополог архитектуры или антрополог городов. Я написал докторскую диссертацию 2 года назад в Кембридж на факультете архитектуры, антропологии, извините, о Warszawie i o dworce kultury i nauki w Warszawie, o którym budu сегодня говорил. А сейчас начал новый проект, медленно начал новый проект о архитектуре, о современной архитектуре в Москве, потому что тоже нужно мне изучать русский язык и начал это делать. Да, но буду говорить, эта лекция слишком долго, будем импровизировать. So, social condenser, or социальный конденсатор. Sorry. Is a term which has exerted a huge, тоже буду читать потом, is a term which has exerted a huge impact over the imaginations and theoretical and design work of artists, architects and others for 90 years, for exactly 90 years. Социальный конденсатор или накопитель – это термин, который вызывал и оказывал огромное влияние на воображение и теоретические и практические работы художников, архитекторов и многих других на протяжении около 90 лет. The idea of the social condenser is an idea about how to deploy architecture to forge radical new kinds of collectivities. Collectivities suffused with connotations pertaining to electricity, radiation and magnetism, understood in the context of social relations. Идея социального конденсатора следующая. Заключается в том, каким образом применять архитектуру для того, чтобы выковать новые радикальные виды общности, такие виды, которые будут наполнены живыми коннотациями, отсылающими к электричеству, радиации, магнетизму, в данном случае имеющими такой общественный смысл в какой-то степени. And this, I'm going to skip bits here. The social condenser encompasses the entire domain of architectural endeavor, from the dwelling to the workplace, to the factory, public space or social space, as we heard yesterday, and even to the city as a whole. And it encompasses also economic and material infrastructure, the humdrum, mundane domain of everyday life or bit, and the unruly domains of the transcendental and fantastical. Ну, важно понимать, что идея социального конденсатора, она включает в себя все виды архитектурной деятельности, начиная от, все жанры работы архитектуры, от создания жилья и рабочих мест до создания общественных пространств и даже для всего города в целом. И в свой состав включает материальную экономическую инфраструктуру общества, сферу обыденного, повседневной жизни, то есть наш быт, ну и также она простирается даже до таких неподвластных управлению сфер, как трансцендентальная и фантастическая.
the precise significance and meaning of the social condenser is quite difficult to pin down, and it has been used in a lot of very different ways by lots of very different people. Some of the illustrations of how it's used, I find, I mean, they don't refer directly to the social condenser, but these posters of Dejnekas from the early 1930s в районном клубе, and this one, I think illustrate quite nicely some of the different ways in which we can think about the social condenser. Ну, несмотря на вот эти перечисления, понятно, что точное описание и значение того, что такое социальный конденсатор, все-таки довольно сложно установить, но Михаил считает, что в какой-то степени оно отражается постерами Дайнеки, сделанными в 1930-е годы, и, ну вот, можете их просматривать, собственно, они, по его мнению, доносят эту суть понятия социального конденсатора. In the Russian the constructivist text, the social condenser was mostly defined in several articles published in 1927 and 1928 in Современная архитектура, which is the main journal of OSA, of the Organizacja Современных Osób. What is it? How do you say it? Organizacja Современных Architektów или нет? Объединение Современных Architektów. So it was defined in several articles there, and it's often used in a fairly broad way, also in an inconsistent way, as a sort of catch-all overall term for the new type of post-revolutionary architecture. Вот, ну, собственно, вот было впервые это понятие сформулировано в текстах русских конструктивистов в 1920-х годах, в текстах, которые публиковались в журнале «Современная архитектура», который был главным таким рупором объединения современных архитекторов, ОСА, да, и надо понимать, что термин использовался в достаточно широком и в какой-то степени противоречивом приложении, да, то есть для того, чтобы, ну, объяснять, по сути, все, что только можно было попытаться объяснить. From the late 1930s onwards, actually from the late 20s onwards, the social condenser was defined very quickly, but also forgotten very quickly. The term was abandoned, and the sorts of constructivist practices and aesthetics that are associated with the social condenser, of course, also more or less died away in the Soviet Union. But I think, and one of my arguments today is that many of the elements of what the social condenser contained and what the social condenser did continued to suffuse, continued to inform the practice of architecture planning and social engineering in the Stalin years, and then also later in the Soviet Union too. Ну и, собственно, с конца 20-х, 30-х годов идея социального конденсатора была оставлена в Советском Союзе. Однако можно утверждать, что многие постулаты, несмотря на то, что сама идея была формально оставлена, продолжали наполнять практику архитектуру планирования и социальной инженерии, в том числе даже во времена Сталина. Then in the West, thanks to the work of Western and Soviet historians, first of all Anatol Kopp and Salimhan Magomedov, the term social condenser re-enters into the lexicon, into the vocabulary of artists, architects and thinkers all over the world from 1967 onwards. So the social condenser died in the 1920s and then came back in 1967, on the 50th anniversary of the Russian Revolution, effectively. На Западе идея и концепция социального конденсатора была известна благодаря работам советских и западных историков, таких как Анатолий Коп и Селим Амар Магомедов, вот, и которые, в принципе, познакомили западную публику архитектурного плана с этим понятием. Таким образом, можно сказать, что социальный конденсатор в какой-то момент погиб, идея социального конденсатора погибла в конце 20-х годов и снова появилась на сцене через 50 лет после своего первого существования в 70-х годах. And notably, the idea was appropriated and in the process depoliticized, made ironic and fragmented by the towering ideologist of late capitalist turn of the millennium architecture, Rem Koolhaas. Да, важно заметить, что идея социального конденсатора была присвоена, но в этом процессе деполитизирована, фрагментирована и подвергнута иронии, выдающимися идеологиями позднекапиталистического архитектора конца 20 века Ремом Колхасом, да, то есть он, в принципе, взял на свое вооружение эту идею.
Yeah, and if you ask, like certainly in British architecture schools and in American architecture schools, student projects are often really very frequently referred to the idea of the social condenser with incredible frequency. But I did a little survey recently, and in about 80% of cases, of those cases that I examined, these projects assume that Rem Koolhaas actually invented the idea of the social condenser. Да, ну и как бы признаком популярности идеи социального конденсатора в современной архитектуре является то, что она очень часто всплывает в студенческих работах в Великобритании и в США. И